Всем привет, с вами Дэн. И что же у нас здесь? У нас здесь Orient. Я решил посмотреть, а каков для 2024 года старый добрый Orient Ray 2. Взял на Джуме его подешевле, там где-то тысяч за 15, это без учета купонов. Ну и, как всегда, на Джуме можно платить рублевыми картами, если вдруг кто не знает, почему мне до сих пор все спрашивают об этом. Рублевые карты, да, есть пошлина, но, опять же, если Почта России заказываете, там она далеко не всегда будет. Плюс есть мой личный промокод 10% в магазине Creation Watches, промокод в описании к этому ролику. Так, значит, что у нас тут? У нас здесь международную гарантию положили еще вот такую инструкцию, включая русский язык. Но, в общем, если вдруг не разберетесь с этой классикой, то вполне пригодится. И что же, самое время приступить к часам. У меня такие часы были личные, причем даже вот в таком синем цвете, но дело было несколько лет назад. Референс, кстати, Ray 2 у них вот такой вот FAA 02005D9. Значит, у нас здесь что? Механизм F6922 на 40 часов, стоп-секунды имеется, 200 метров водозащиты, ну это же дайверские часы у нас. Сталь по корпусу, по браслету, минеральное стекло, люминофор и алюминиевая вставка на безеле. Ну и, как я говорил, цена там до 15 тысяч рублей можно уложиться. Короче, сейчас мы это все дело распакуем и уже детально поглядим. Итак, значит, часы я распаковал, и вот она, старая добрая красотулечка. Хват, конечно, здесь по безелю не самый удобный, потому что безель уже, чем корпус. Почему-то мне первым делом захотелось безелем заняться. Но зато он четкий, уверенный, немножко, может, не так благородно трещит, но мягкий такой здесь, да, в плане того, что для ежедневной носки это, конечно, идеально. Если именно вот мокрыми руками где-то там, да, пробовать безелем пользоваться, ну, не самый удобный хват. Ну, я не думаю, что сейчас об этом стоит прям уж так серьезно говорить. Циферблат симпатичный. Циферблат у нас такой: солнечные лучи, яркий, сочный, позитивный. Логотип Orient красивый такой, накладной. Есть дата, есть день недели, что для многих подписчиков, знаю, без этого просто прожить невозможно. Поэтому здесь как раз в этой модели есть все, и причем еще и контрастно, то есть на белой подложке. То есть чтобы прям сразу было видно. Пришел на почту, например, да, и сразу видишь 29 число. Ну, в общем, так, да. Накладные метки полированные, аккуратные. Шкала минутная, она немножко как бы на внутреннем ранте, поэтому она не отвлекает, не мешает. И у нас получается такой чистый циферблат. Ну и, конечно, вот эта легендарная читаемость от Orient, потому что стрелки, мечи разные абсолютно, разной длины. Что в темноте, что на солнце, все будет с читаемостью отлично. Ну и красный наконечник на секундной стрелке. Опять же, секунда считывается просто на ура. Ну, такой, знаете, вот классика, да, здесь самая классика, самый такой узнаваемый циферблат. Кстати, японские часы, тут у нас даже на циферблате написано, что Япония. Потом на макро поглядим, что они имеют в виду. Японский механизм, я думаю, скорее всего, потому что часы конкретно эти-то в Японии не производят. А вообще в Японии недорогие часы-то и не производят. Вот. Значит, что у нас? Браслет... Ну, немножечко люфтит. Но это было всегда так. И на самых доступных ориентах я не думаю, что мы могли бы надеяться в 2024 году на что-то другое. По безелю у нас размер 40. По корпусу будет побольше, почти 42. Высота 12,9 для 200-метрового дайвера. Это прям неплохо. По браслету 22, так что любые сторонние ремешочки можно будет надевать без опаски. 47 мм от ушка до ушка. Ну, размеры, как вы понимаете, просто такие универсальные. Мое запястье 18,5. И вот что у нас получается. Отличная, удобная такая посадочка. Облегает запястье. Достаточно длинные ушки, но браслет удобно крепится. Да, вот первое звено. Здесь в плане посадки все аккуратно. Ну, такой вот удобный универсальный дайвер. Про запас, конечно, не так много. Сантиметрика 3 здесь есть. И с учетом того, что уже вот эти дырочки, да, у нас они на крайние дырочки. Ну, в общем, подстроить можно, но учитывайте, что 21
по запястью и не больше, да, либо что-то стороннее уже ставить. Задняя крышка здесь традиционная такая, ничего особо интересного нет, гравировочка, ну, такая поверхностная. Крайнее звено штамповочка. Естественно, никакой системы быстрой замены звеньев нет. Ну, опять же, что мы хотели от базовой модели Orient. Да еще и, как говорится, не самый-самый свежий, если так можно выразиться. Зато, как мы с вами разобрались, цена очень даже приятная. Меньше, чем $150. Слушайте, это прям неплохо для Orient. Браслет приятный. Вот если не брать застежку, которая здесь, ну, такая откровенно дешевая штамповка и, в принципе, характерна для всех недорогих японцев, то сам по себе браслет очень хорош. Знаете, такое ощущение складывается, как будто бы вот браслет, он не от этой штамповки. Как будто Orient взял, подумал, ладно, подороже браслет поставим, а штамповку оставим. В общем, здесь приятно, да, центральные звенья, они такие как бы тройные, с полировочкой по краям. Крайние звенья идут с сатинированием, очень даже приятным. Боковая часть по звеньям тоже с сатинированием. Слушайте, ну вот эта часть браслета мне прям нравится. Хорошо. Хорошо и очень приятно. И приятно, что в такой достаточно недорогой модели от Orient есть вот такой браслет. По весу на полном браслете у нас получается 163 грамма. То есть часы не самые легкие, но знаете, вот такое небольшое ощущение того, что у тебя на запястье все-таки металлические часы, здесь присутствует. И мне такое ощущение всегда импонирует. Я люблю, чтобы часы все-таки ощущались на запястье как часы с браслетом, как часы из металла. Ну что ж, наверное, самое время сейчас поговорить про корпус. По браслету мы прошлись. По корпусу круговое сатинирование по ушкам идет, да, вполне себе симпатичное. Грани неплохие для своей ценовой категории. Здесь я придираться ни к чему не буду. Зеркальная полировка по бокам, защитные наплывы, заводная головка тоже с логотипом Orient. Ну и что у нас? Задняя крышка частично с зеркальной полировкой, частично с сатинированием. И по безелю тоже боковая часть с зеркальной полировкой. То есть такие часы как бы не мрачные, да, они именно наоборот должны вызывать позитивные эмоции. А вот теперь пора смотреть макро. Так, аккуратный циферблат, кстати, смотрите, да. Здесь все приятно, здесь все прилично. Вкладка алюминиевая на безеле, безель тоже вполне себе неплох. И да, есть, конечно, у нас дырочка зазоры между браслетом и корпусом. Ну, это такая, можно сказать, отличительная особенность начальных японских дайверов. А вот браслет зато очень даже такой приятненький. Ну что ж, знаете, я бы сказал, лучше ожиданий. Ну и, наверное, самое главное, нужно уже подводить итоги. И раз уж мы с вами задались вопросом, хорош ли Orient Ray 2 для 2024 года, то я хочу сказать, да, хорош. Да, есть некоторые вопросы, застежка, может быть, да, зазор, где-то хотелось бы, может, чуть получше отделку, но, с другой стороны, $150, да, если, опять же, там брать недорого, например, на том же Джуме, и неплохие характеристики. Очень неплохие характеристики для своей цены, хороший надежный механизм, приятное качество, приятный дизайн. Дизайн, опять же, такой классический, ориентовский. И, в принципе, да, часы, может быть, без претензий, но свои деньги они отрабатывают на 100%. И если уж вы хотите сравнений, то одноклассники от того же Seiko будут чуточку похуже в качестве изготовления. А базовые начальные швейцарцы, ну там тоже как бы не будет чего-то такого восторженного по сравнению с этим Ориентом. Поэтому этот Ориент по-прежнему рулит. Если вы хотите надежного, именно такого дайвера, неприхотливого, и от которого вы будете ожидать ровно то, что он может сделать и чего он из себя представляет, то берите смело и даже не переживайте. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.